Привет, с вами доктор Берг. С помощью этого видео я хотел бы развенчать один миф, а именно, если меньше есть, быстрее худеешь. Во-первых, уже было однозначно доказано, что такой подход не работает. Ведь когда вы сокращаете потребляемые калории, ваш организм автоматически начинает компенсировать это, замедляя обмен веществ. Возможно, в первый раз у вас получится, но чем чаще практиковать такой подход, тем менее он эффективен, вплоть до полного отсутствия результатов. Он перестает работать по достижении сетпоинта. Например, ваш вес 84 килограмма, и вы достигли плато. Ниже него вы не опуститесь, а если попытаетесь, то начнете испытывать дикий голод, и это замедлит метаболизм еще сильнее. Итак, диета в принципе замедляет метаболизм. Во-вторых, есть разница между потерей веса и потерей жира. Иногда в книгах по диетам пишут, вы сможете сбросить до 7 килограммов жира за 2 недели. Это ложь. Нельзя, невозможно потерять больше 1 килограмма жира за неделю. Если кто-то обещает вам иное, это вранье. Ясно? Нельзя. Максимум 1 килограмм. Но если говорить о водном весе, то запросто можно сбрасывать и 5 килограммов в неделю, но фактического жира не больше 1. Водный вес сбросить легко. Исключите углеводы и перейдите на богатые калием продукты, то есть овощи, и вы тут же сбросите водный вес. Но если вас интересует сжигание жира, тут все иначе. Итак, сжигание 1 килограмма жира в неделю — вот здоровый обмен веществ. Если у вас обмен веществ нарушен, и вы теряете полкило жира в неделю, то это неплохо. Совсем неплохо. И если вы это поймете, то не будете так сильно расстраиваться, потому что иногда наши ожидания несколько превышают реальность. Не хочу, чтобы вас постигла неудача. Если вы сжигаете полкило фактического жира в неделю, вы должны радоваться, если это получается на протяжении долгого времени. Дальше. Не бывает такого, что... Стоп, минуту. Чего только не пишут в интернете. Как вам такой пример? Вредной еды не существует. Все дело только в калориях. Нет, вредная еда существует. Скорее всего, это говорят производители газировки и пончиков. Они и уверяют вас, что фастфуд — это неплохо, главное — не переесть. Это еще один миф. Вредная еда очень даже существует. Если нас интересует сжигание жира, нам нужно понять, как устроены сами жировые клетки. Уменьшив калории, вы не окажете значительного влияния непосредственно на жировые клетки. А вот если вы сократите потребление сахара, вы снизите уровень инсулина и тем самым повлияете на жировые клетки. Инсулин оказывает влияние на жировые клетки. При понижении его уровня за счет сокращения сахара вы похудеете. Так что лишать свой организм нужно не калорий, а сахара, чтобы снизить уровень инсулина и заставить тело сжигать жир. В других моих видео есть много дополнительной информации о сжигании жира и жировом обмене. Но суть вот в чем. Меньшее количество еды совсем не обязательно ведет к похудению. В долгосрочной перспективе, понимаете? Подведем итог. Нужно снизить уровень инсулина, сократив потребление сахара, чтобы добраться до запасов жира. В других моих видео много информации о жировых клетках и о том, что нужно делать для сжигания жира. Надеюсь, вам это поможет. До скорых встреч!